Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас?». Пожалуйста, сосредоточьте ваше внимание на вашем мужчине, назовите его имя, представьте его. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты и моим спонсорам низкий поклон, отдельная благодарность. Благодарю вас за ваши теплые комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень искренне и нежно всех вас люблю. Итак, давайте начинать наш расклад. Что же там сейчас с мужчиной происходит, какими энергиями он окружен, чего можно ожидать от него в ближайшее время. Все как всегда. Так, ну что, дно колоды. Мужчина может находиться или в поездке, или готовиться к поездке, или же могут быть перемены. Причем этот расклад, он отыгрывается вчера, сегодня, завтра и небольшие временные промежутки до и после. Поэтому это могло быть совсем недавно, это может происходить прямо сейчас, и это может произойти даже неожиданно в ближайшее время. Поездка, переезд, движение и вообще, в принципе, некие перемены. То есть, когда бывают расклады, я вам говорю, все стоит на месте, ничего в жизни мужчины не меняется, то здесь наоборот, здесь или уже происходят перемены, или же они ему предстоят. Очень многие из ваших мужчин могут находиться на расстоянии от вас. Давайте смотреть, что за мужчина, какими энергиями сейчас он окружен. Материальные проблемы, во-первых, у этого человека сейчас могут быть. Знаете вы об этом или нет? Я не в курсе. Но у мужчины не совсем все гладко по деньгам. В первую очередь, это все-таки материалка. Пятерка пентаклей в большинстве случаев это о том, что испытывают некую потребность в финансах, денежную нужду. Это не значит, что он последние копеечки из кармана достает. Кто-то из ваших мужчин может быть весьма и весьма обеспечен, но проблемы какие-то у него сейчас могут присутствовать. Или слишком потратился, или понес убытки в принципе, или же переживает о том, а как же будет дальше по деньгам. Ну, в общем, вот так как-то. Еще мужчина может сейчас чувствовать себя одиноким, где-то в чем-то, возможно, даже кто-то из ваших мужчин думает, да что ж судьба ко мне так несправедлива. Может скучать, может, возможно, расстался с любимой женщиной и плохо на сердце без нее. В общем, такое нестабильное, не очень хорошее состояние, да что ж там говорить, кризисное у многих из ваших мужчин состояние, не только как по материалке, а может еще и эмоциональный аспект отыгрываться. В общем, два нищих у нас здесь на этом аркане под монастырем просят милостыню. А вот как-то так себя мужчина чувствует. Если это касается материалки, значит, просто переживает. Если это касается отношений с женщиной, то, значит, вот так ему плохо без нее. Никаких радостей не ощущает. Ладно, что-то я долго остановилась на этом. Давайте-ка смотреть дальше. Что уходит из его жизни? И что, наоборот, вступает в свои права? Было разочарование. Было некое недавно событие, которое его, мягко говоря, не обрадовало. Был некий серьезный момент разочарования. Что-то такое случилось. Естественно, это может отыграться абсолютно в любой сфере. И расклад смотрит огромное количество людей, поэтому у каждого, конечно, будет по-своему. Но здесь было что-то, что его расстроило, разочаровало, вызвало у него такую реакцию эмоциональную. Однако жизнь налаживается, и в его жизнь сейчас стучатся более позитивные, да что уж там говорить, отличные, хорошие энергии, энергия победителя, энергия достижений. То есть он постепенно наполняться будет сейчас энергией, брать себя в руки и дальше идти совершать свои дела по жизни. То есть его ждет в чем-то успех, в чем-то хороший результат этот человек получит. И вот этот вот период, когда он был расстроен, разочарован, он постепенно отойдет в прошлое, и мужчина вновь возродится к позитивным энергиям. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Ага. Ради достижения своей цели у него есть сейчас желание что-то чего-то важного добиться.
есть или мечта, или же, в принципе, огромное желание чего-то добиться, чего-то хочет этот мужчина достигнуть сейчас. И он готов применять любые способы для того, чтобы этого добиться, в том числе и не совсем честное. Может хитрить, может где-то не совсем честно поступать, но ради осуществления этой своей мечты, своей задумки, некого своего очень большого, практически грандиозного плана, мужчина готов на любые способы достижения его. Вот так. Так что здесь мужчина может даже вступать и в сделку со своей совестью, что, конечно, не есть хорошо, но не будем судить, как есть, так и есть, нам просто показали такую энергетику. Думает ли о вас этот человек? А он не может о вас не думать, это аркан-дьявол. Он думает о вас постоянно. Вы в его голове с утра до ночи, с ночи до утра, с утра до ночи, с ночи до утра, 24/7, 7/24, как хотите называйте. Он, возможно, и хотел бы избавиться от мысли о вас. Ну, почему нет? Все-таки не хочется же в постоянной зависимости находиться от женщины и от мыслей о ней. Но он ничего с собой поделать не может. Аркан-дьявол, он такой, он очень коварный. И, вероятнее всего, и вы о нем думаете, и вас мысли о нем не отпускают, даже если расстались, даже если смотрите просто ради интереса этот расклад. Вы, скорее всего, тоже о нем думаете, потому что здесь взаимно, здесь люди оба прикованы к этому постаменту, видите? Оба. Так что речь идет о взаимной связи, о взаимной привязке. Конечно, думает. И думает о том, а почему он так сильно к вам привязан, что происходит, что это за магическое притяжение, что это вообще такое с ним. Возможно, и хотел бы о вас забыть. Ну, давайте спрошу, а хотел бы забыть о вас, если вы с ним в расставании, допустим? Ой. Ну, нет, не могу сказать, что хотел бы. У вас здесь действительно с ним... Я не зря сказала, он думает, что это за магическая такая связь у вас. Вот здесь действительно у вас связь настолько сильная, настолько крепкая. Кстати, я не знаю, возможно, из ваших мужчин кто-то что-то действительно знает или умеет, девочки. Многие из вас могут сейчас засмеяться, но это не обязательно магия. Здесь, возможно, мужчина обладает очень сильной энергетикой и некими знаниями, допустим, НЛП, или еще каких-то способов воздействия на человека словами или энергиями. Вот здесь это есть. У него есть ощущение, что вы чем-то обладаете таким, что его притягиваете. И сам мужчина здесь у нас явно не простенький. То есть мужчина что-то здесь может уметь. Не зря у нас вышел такой аркан. Так, ну давайте теперь посмотрим эмоции его. Эмоции есть ли и какие? Ага. Это тяжелый человек такой у вас. Этот человек очень тяжелый. У него очень тяжелый характер. С ним очень-очень сложно найти... Как вы нашли общий язык, я не знаю, но вообще с ним найти общий язык очень сложно. Потому что он живет в очень ограниченном личном пространстве. Своими собственными четкими такими убеждениями. У него на каждую ситуацию в жизни есть четко свое мнение, с которого он не сойдет. Он никого не впускает в свой внутренний мир. Поэтому нам и говорят, об эмоциях сейчас сложно нам говорить, потому что мужчина на данный момент абсолютно полностью замкнулся в себе. И он даже не хочет нам сегодня на раскладе рассказать о своих эмоциях. Сейчас у него есть сложности, он решает некие проблемы, и причем он как бы завис, как погряз в этой ситуации, что есть много проблем, и он хочет их все разрешить, возможно, охапкой взять и все разрешить, но у него не получается, он как будто завис в болоте. И сейчас он очень сосредоточен именно на этих вещах. И несмотря на то, что мысли о вас, безусловно, его голову не покидают, вы в душе у него это 100%, однако же по эмоциям здесь мужчина сейчас вообще какой-то эмоционально отстраненный. Полностью в себе, в своих заботах, в своих проблемах. Сегодня вышло так, девочки. Давайте посмотрим, что его волнует сейчас. Что сейчас этого мужчину волнует? Во-первых, ему хочется отдыха. Он устал.
Он хочет остановиться, возможно, как белка в колесе постоянно крутится. Или же, судя по тому, что мы увидели, действительно на него много чего навалилось, проблем. Ему хочется отдыха. Вот просто, извините за грубость, но тупо взять хотя бы несколько дней отдыха или вообще уехать отдохнуть куда-нибудь. И полностью забыть обо всех проблемах, о работе, вообще обо всем. Вот это его волнует. Он хочет отдохнуть. Он устал. Он чувствует энергетическую опустошенность, возможно, и моральную тоже. То есть ему нужен отдых, перезарядка. Как будто сбросить все проблемы с плеч, отдохнуть хорошо, забыв обо всем, для того, чтобы зарядиться новой энергией. Многие из ваших мужчин могут не очень хорошо себя чувствовать физически. То есть эта усталость, моральная и физическая, она отражается и на физическом здоровье. И это его может волновать. Возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем, определенные заболевания, которые его волнуют, этого человека. Но вообще, в первую очередь, это усталость. Он хочет отдохнуть. Он просто устал, этот человек. Могут быть проблемы со сном еще у него. И, соответственно, об этом он волнуется сейчас. Что он скрывает от вас, а вам надо было бы это знать. Очень часто выходит у нас, кстати, такой аркан. Это его дела, чаще всего это карьера, деньги, материальные проблемы. И вот сейчас это действительно проблемы. Он очень сильно переживает о материальных неких вещах. То есть его финансовая сфера, его финансы поют романсы. Еще раз, девочки, повторюсь, что даже если вам кажется, что все в порядке, ничего такого, значит, у него есть причины для того, чтобы волноваться. Вот. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. А знаете, вот этот мужчина, он может избегать общения или как-то ограничивать общение с вами и с другими людьми. И он хочет вам сказать, что это не потому, что он не хочет общаться, это не потому, что еще какие-то причины другие. Просто он хочет побыть один. Если вы с ним сейчас в расставании, то он хочет вам сказать, что, в общем-то, хорошо, что сейчас такой период, потому что ему просто необходим период, ему необходимо время для того, чтобы побыть одному. Ну, вот такой здесь у нас сегодня мужчина. Ему периодически такие периоды необходимы. Возможно, и в вашей истории бывало такое, что мужчина или закрывался, или исчезал, или как-то начинал себя холодно, отстраненно вести. И основная причина в том, что мужчина как-то быстро устает, мужчина чувствует себя опустошенным, и мужчине нужно время для того, чтобы отдохнуть и побыть самим собой, поговорить с самим собой, побыть наедине со своими мыслями. Вот это он хочет вам сказать, что такие периоды ему нужны, чтобы вы с пониманием к этому относились. Ну что, все люди разные, он такой. Как у него атмосфера дома сейчас, обстановка? Если вы живете в разных домах, не вместе, как он себя чувствует сейчас дома? Да и дома не все в порядке. И не знаю, он живет один или с кем-то. Если живет один, значит просто плохое настроение, и он в эти дни может с кем-то ссориться, выяснять отношения. И такая же напряженная обстановка, даже если он живет один, все равно он остается в нервном напряжении дома. А если он живет в окружении еще кого-то, то он может ссориться с близкими, с его домашними. Ну, как-то вот так. Почему-то сейчас конфликтная такая энергетика вокруг этого мужчины. Энергия, вернее. Не очень-то и дома у него все в порядке. Угу. Ну ладно. А говорит ли с кем-то о вас сейчас этот мужчина? Может говорить, причем может говорить или с коллегой своим, или с другом. А что говорит? Давайте тогда посмотрим, что говорит. Слова хорошие. Только самое хорошее о вас говорит. Если вы жена его, то, соответственно, он вот это и обсуждает, что, наверное, ни с кем ему так тепло, уютно, как с вами, и не будет. Если нет, то он может обсуждать как раз вероятность того, что, возможно, вы когда-то поженитесь, что он вас может рассматривать как кандидатку в жены. Но, в общем, слова здесь в любом случае хорошие о вас. Наблюдает ли за вами? Интересует ли его ваша жизнь сейчас? Да,
интересует. Особенно его интересует ваша личная жизнь. Неважно, вы с ним в расставании или продолжаете отношения, его очень интересует, нет ли у вас кого-то, какие у вас взаимоотношения с противоположным полом. А еще его очень интересует, любите ли вы его, как вы к нему относитесь. Он, возможно, просматривает, если у него есть возможность, ваши профили в соцсетях или, возможно, вас как-то отслеживает в мессенджерах. И если смотрит профили в соцсетях, то он ожидает, что где-то будет намек на то, что вы или там страдаете по нему, допустим, скучаете, или какой-то намек, что любите, или еще что-то в этом плане, как будто ждет от вас послание. Если же наблюдает за вами в мессенджерах, к примеру, то, значит, тоже что-то связано с этим, может быть. А не общаетесь ли вы с кем-то, кроме него? А может быть, вы заходите в тот же WhatsApp или Viber, или где вы там с ним общаетесь, для того, чтобы отследить, а был ли он в сети? Или посмотреть статус, он ваш, а вы его. Ну, в общем, здесь вот такие вещи. Теперь давайте посмотрим, этот мужчина, когда сегодня утром просыпался и засыпал, были ли мысли о вас? Когда проснулся, первая мысль о вас была или нет? Когда засыпал вечером, в течение дня думал, что? В течение дня он думал о том, что он эгоист, о том, что он одиночка, и о том, что он не может по-настоящему давать душевного тепла ни одной женщине на белом свете, в том числе, конечно, и вам. Утром, да, первая мысль была о вас. Особенно, если вы сейчас или ведете себя холодно, отстраненно, как-то резко в отношении его, или, может быть, не слишком уж кормите его своими ресурсами, эмоциями, любовью, а как-то немножко его отстранили. Или же, если вы чего-то требуете от него, принятия некого решения. В общем, здесь такая некая острота есть восприятия вас. Вы выходите королевой мечей, но знаете, что да, действительно, как только открыл глаза, мысль была первая о вас. Мысль была такого плана, еще мог думать о том, что какая же она стала, какая-то, возможно, другая. Она стала очень женщиной с характером, с такой четкой, независимой позицией. Такие мысли были о вас. Вечером думал о том, когда засыпал, кстати, перед сном однозначно думал о вас, вспоминал ваше прошлое и думал о хитросплетениях причинно-следственных связей, которые в итоге привели к тому, что вы встретились с ним, что вы встретились все-таки по судьбе. Эта встреча была. И как много всего очень разного в отношениях между вами было. Вот он об этом вспоминал. Теперь давайте переходить к вопросам для тех, кто в расставании находится сейчас. Если вы с ним в расставании, он хотел бы с вами помириться? Очень много думает об этом. Кстати, может действительно за вами наблюдать в сетях или в мессенджерах. Если вы расстались, то он все равно вас отслеживает. Где-то имеет возможность вас отслеживать. Очень много мыслей об этом, и можно сказать, что да. Этот аркан не такой категоричным прям, да, нет, почему, давайте спросим. Ну, потому что чувства, потому что эмоции, потому что прошлое у вас нежное, красивое. Потому что хочет это прошлое вернуть. Поэтому он и хотел бы с вами помириться. А можно ли от него действий ожидать в ближайшее время? Он ждет больше действий от вас. Хотел бы, чтобы вы сделали первый шаг. Но это не значит, что от него не будет действий. Возможно, он повременит и будут действия. Да, вот как раз как я и сказала. Повременит немножко и будет действовать. Никуда он не денется, потому что желание здесь яркое есть. Если вы не пойдете первое на контакт, то, скорее всего, мужчина первый пойдет на контакт. А если он уже появился вчера, сегодня, завтра? Это искренняя энергия, девочки. Хочет восстановить отношения с вами. Во-первых, ему хорошо с вами так, как ни с кем другим. А если это ваш муж, значит, он хочет сохранить брак. И появился вот недавно или появится в ближайшее время. Хочет сохранить брак, восстановить ваши отношения. И вообще, потому что хочет быть с вами. И, конечно, потому что ему очень с вами хорошо. Это очень важно. Как он считает, вы к нему относитесь? Какие чувства испытываете? Вообще, ваше отношение к нему? Ну, считает, что отношения. Хорошие отношения. Ну, он считает, что вы любите его. Возможно, где-то в чем-то наивны даже. Возможно, где-то через розовые очки на него смотрите. Но это очень искреннее чувство. Он считает, что несмотря ни на что, какая бы ситуация ни была, вместе, расстались, хорошо, совершенно нехорошо, вы его любите.
он считает так. Причем вы такая нежная, вы такая тоже любимая, да вы лучшая. Самая искренняя, самая прекрасная, самая теплая женщина на свете – это вы. Еще бы ценил бы это, но судя по тому, что мы увидели об этом мужчине, здесь очень сложно сказать, умеет ли этот мужчина ценить, и тем более женщине показывать то, что он это ценит. Ведь очень важно проявляться в отношении своей любимой женщины. Правда же, девочки? Для того, чтобы мы расцветали, для того, чтобы мы ощущали счастье. Бывает, мужчина действительно искренне любит, но никогда слова доброго не скажет. И у женщины складывается полное впечатление, что он чурбан, а он на самом деле, возможно, действительно любит, но не умеет этих слов сказать, не умеет проявить себя. Вот здесь отношение к вам такое, ну, конечно, большой вопрос, он умеет это проявить или нет. Если вы с этим мужчиной сейчас расстались, а у вас есть некая дата впереди, с которой вам нужно было бы вроде как его поздравить, когда вы с ним в отношениях, вы бы его поздравили, а сейчас не знаете, стоит или нет. Ну, сейчас вообще больше нет. Лучше этого не делать. Вам говорят в следующий раз. Вот, возможно, следующая какая-то дата, может быть, к тому времени уже и он появится. И тогда уже и поздравите. Сейчас лучше нет. Я всегда в каждом раскладе практически, ну, по крайней мере, часто вам говорю, что решать-то все равно вам. Карты Таро не дают вам никакой программы для действий. Карты Таро – это просто здравый анализ ситуации, взгляд со стороны на вашу ситуацию, а решать будете вы сами. Но вот сейчас говорят, что лучше не стоит, лучше в следующий раз это сделать. А если у вас некая дата, и вы ждете от него поздравлений, он намерен вас поздравить, этот человек? Вообще да. А есть ли вероятность того, что поздравит? 50 на 50, девочки. Сегодня нельзя сказать. Для всей аудитории не будет. Абсолютно для всех, практически для всех получается так, что мужчина хотел бы вас поздравить, даже намерение есть, но не все поздравят, девчонки. Видите? Двойка пентаклей. То есть пополам делится у нас сейчас аудитория. Часть да, часть нет. Сегодня однозначного ответа на этот вопрос не будет. Ну, так бывает. Ничего не поделаешь. Если вы сейчас решите уйти из отношений, как он к этому отнесется? Его реакция. У многих из вас в загул может пойти. Да, девочки, знаете, как я вам хочу сказать? Очень многие из ваших мужчин могут почувствовать даже, возможно, облегчение и пуститься, так сказать, в свободное плавание. У кого-то в гульке. Не хотелось бы, возможно, вам это слышать, но это так вот, что показывает, то я и говорю. Но это до поры до времени. До поры до времени. То есть он сначала может ему показаться, что ну и ладно, и расстались, ушла, ну и до свидания, я пойду найду другую. А я нашел другую, хоть не люблю, целую. Вот это будет о нем. Но когда я ее обнимаю, о тебе я всегда вспоминаю. Почему-то пришла эта фраза мне сейчас на ум. Вот такая будет ситуация с ним. До поры до времени. Потом он шлепнется. Очень сильно шлепнется этот мужчина на попу. Да. Через некоторое время осознание придет. Кого он потерял, какую он женщину потерял. И вот тогда эта радость от свободы и желание, возможно, освободиться, найти кого-то еще, развлечься, отвлечься, а может быть даже и не найти кого-то еще. Здесь не обязательно идет речь о другой женщине, а просто вот пуститься, так сказать, в свободную жизнь. Это сменится, безусловно, разочарованием и душевной болью. Какая тактика поведения была бы правильной, ваша тактика поведения с этим мужчиной сейчас? Положиться на волю небес. С этим мужчиной вы вообще мало что можете в жизни изменить. Вы проходите очень серьезный опыт с ним в жизни. Кармический опыт для многих из вас. И здесь вам просто надо принять факт, что этот мужчина в вашей жизни есть, и особо, как говорится, лбом об стену не биться, бесполезно. Все будет... Вот вчера выходила у нас такая информация в раскладе. Очень многое в этих отношениях предначертано. То есть как должно быть, так все с ним и будет. Я бы сказала бы вам сильно не заморачиваться, не копаться в себе и не думать о том, как вы можете изменить ситуацию, что вы можете сделать для того, чтобы отношения стали лучше или еще что-то в этом плане. Не нужно этого делать, ничего, потому что бесполезно. Все будет так, как решат высшие силы. А еще, конечно, вести себя достойно.
Аркан Иерофант – это аркан духовного лица, очень мудрого. Соответственно, и вы ведите себя по-взрослому. Не уподобляйтесь пажам, мечей там, и так далее. То есть не надо быть глупой, вздорной, взбалмошной девчонкой. Будьте очень спокойной, зрелой женщиной и ведите себя таким образом, с чувством собственного достоинства. Ну что, девочки, если что-то забыла, не обессудьте, значит, спрошу в следующем раскладе. А сейчас будет блок информации для тех, у кого есть соперница. Только для тех, у кого есть соперница. Если ее нет или вы только подозреваете, не нужно себя накручивать, выключайте расклад, идите занимайтесь своими делами. Что у него с соперницей сейчас? О, интересно, у них бывает когда-то что-то по-человечески? Но здесь, во-первых, выяснение отношений с ней, и это выяснение отношений происходит практически постоянно. И основная проблема выяснения отношений – это денежная сфера и это дети. Если есть общие дети, у них могут быть проблемы или с ребенком, или с детьми. Проблемы разного характера и качества. Не могу точно сказать, что именно, но проблемы с детьми быть могут, и они возникают периодически, и на этом фоне выяснялки происходят. Если детей нет, то, соответственно, это только материальная сфера будет в основном, не только, а чаще всего материальная сфера, а также, девочки, для очень многих из вас, у кого-то из них или у обоих, не дай бог, ну так тоже бывает, может быть некая зависимость. Допустим, алкогольная зависимость. Возможно, вместе выпивают. Или же вместе что-то более тяжелое принимают. Или же еще что-то. В общем, здесь могут быть выяснения отношений именно из-за этого. И более того, даже возникают такие моменты, когда или мужчина, или женщина как будто вот делают вид, что хотят уйти или даже уходят. То есть у них даже такие временные разрывы получаются. Именно из-за этого. То есть некие зависимости, и это проблема является. Это проблема с детьми еще. А еще, девочки, здесь по Луне эти люди, они чувствуют странное такое, тут Луна, смерть, такие арканы вышли, они чувствуют странное очень влечение друг к другу, то есть энергетически они как-то соединены, но эта связь очень тяжелая. И вот эта тяжелая связь, она отражается как на мужчине и на женщине. Именно из-за этого у них и может возникать дисбаланс. Но вот сегодня показали так. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, света, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До следующего расклада.